Здравствуйте! Сегодня мы проведем обзор и пробное использование нового продукта от компании Alambic, небольшого самогонного аппарата Phoenix объемом 5 литров. Вот мы его получили, и давайте прежде всего посмотрим, что у нас находится в коробке. Вот и весь комплект. Итак, наш самогонный аппарат Phoenix готов к использованию. Давайте попробуем испытать, на что он способен. У нас как раз есть спирт-сырец из обычного базового ячменного солода. Здесь как раз порядка 3,5 литров. Самый идеальный объем для 5-литрового перегонного куба. Спиртуозность в нем около 28%. Разбавлять его не нужно. Как раз идеальная спиртуозность для дробной перегонки. Итак, давайте посмотрим, насколько прост в обращении этот аппарат и что с ним можно сделать. Прежде всего, заливаем спирт-сырец в перегонный куб. Предварительно мы его, конечно же, помыли. Далее устанавливаем прокладочку. Так. Сито, конечно, можно и не устанавливать, но если у нас есть, допустим, какая-то ароматизация, которую мы хотим сделать, или, возможно, какие-то медные, еще дополнительные насадки для закрепления и дополнительной чистки напитка, то их можно сюда вот на это сито установить. У нас, к сожалению, сейчас ничего такого нет, ароматизировать мы не собираемся, но сито я предлагаю установить, оно тоже медное, тоже будет осуществлять какую-то дополнительную чистку. Поэтому мы его сюда вот так вот аккуратненько устанавливаем. Устанавливаем шлем. Так. И ламповым соединением это все очень быстро и удобно закрепляется. Хорошенечко его затягиваем, для того, чтобы все было герметично. Все. Протираем немножко дно. Устанавливаем на подогрев. И, конечно же, не забываем про термометр. Термометр мы устанавливаем вот сюда. Так, далее нужно подсоединить воду для охлаждения. Трубки, которые у нас были в комплекте, это подвод воды. Мы его устанавливаем сюда. Вот так. И, соответственно,
непосредственно отвод воды вот сюда. Сбрасываем трубочки в канализацию. И можем постепенно запускать нагрев и подключать воду. Давайте это и сделаем. Включаем нагрев небольшой и будем постепенно смотреть. Значит, как видите, аппарат крайне компактный. У меня сейчас как раз на плите что-то варится. Он совершенно не занимает никакого лишнего места. Охладитель монтирован прямо на шлеме. И можно абсолютно спокойно что-то еще делать на кухне, крутиться, он ничему не мешает. Давайте запустили нагрев, подождем, когда у нас начнется процесс. Итак, у нас уже идет нагрев, подключена вода. Вот сюда она заходит, вот сюда выходит, прямо в раковину. Это мы потом подсоединим сюда для сбора дистиллята. Термометр, заметьте, может устанавливаться как в куб, так и вот сюда на шлем для контроля температуры сверху. Вот. Сейчас он показывает у нас всего 19,9 градусов, потому что нагрев только начался, а в квартире довольно прохладно. Давайте подождем, посмотрим. Температура в шлеме показывается 75,6. Все нормально. Радиатор холодный. При том, что струйка воды совсем небольшая. Расход воды более чем приемлемый. Что ж, будем продолжать эксперимент. Вот получили первые пол-литра тела виртуозностью 80 градусов. Процесс продолжается. Комната наверху слева. Не споткнитесь. Будем ждать. Итак, отбор тела завершен. У нас получилось из 3,5 литров 28% спирта сырца получилось, как вы видите, 950 миллилитров 75% дистиллята двойной перегонки. Аромат очень хороший, явно выраженно хлебный. Если растирать на ладонях, просто пахнет хлебом. Ну а здесь процесс мы продолжаем. У нас 85,5 почти градусов. Продолжаем отбор хвостов. Практически досуха. Итак, процесс наш завершен. Мы получили почти 2 литра разведенного до 40 градусов напитка. Органолептика великолепная. Медь есть медь. А этот аппарат, как вы заметили, полностью сделан из меди. Причем довольно-таки толстостенный металл. Приятный, тяжелый по ощущениям. Он немножко, вы видите, от температуры приобрел такой красноватый оттенок. Работа очень простая, подключается очень
быстро. Сейчас мы его дадим ему остыть, отключим, помоем, и на этом весь процесс завершен. Очень удобный, компактный, занимает мало места, быстрый в подключении, в рассоединении и дает великолепные результаты по вкусу, по ароматике. Так что можно всем вполне рекомендовать.